Ну что, всем привет! Значит, в Красноярске была сильная жара, на солнце 40 градусов, даже больше. Наверное, и в ваших городах, во многих тоже была такая аномальная жара. Все, город раскален, асфальт раскален, все, дома пышут жаром, просто невозможно находиться в городе. Но сейчас пришли спасительные тучки, немножко капал дождик, стало полегче. Значит, многие из подписчиков и зрителей написали, что нужно посмотреть на порталы сквозь стекло. Вот это стекло, которое сделал Паша, и через него можно видеть скрытое. Поэтому я приехал вот к этому первому порталу, и прямо сейчас мы вместе с вами посмотрим на него через стекло. Возможно, здесь есть что-то интересное. Так, ну я ничего подозрительного не вижу. Столб как столб. Так, ну не видно же ничего, да? Вроде ничего такого нет, знаков на нем никаких нет. Сейчас я вот так маленько подойду поближе. Ничего вроде там нет такого. Так, там люди опять играют на площадке. А я тут, значит, схожу с рамкой. Ну что, смотрим еще внимательно. Есть что-то подозрительное? Нет, вот я лично ничего не вижу. Так, дождик пошел. Так, ну что, первый портал. Ничего необычного не показал. Сейчас я встану под дерево, чтобы на меня дождь не капал. Значит, первый портал. Мы посмотрели сквозь стекло. Ничего там необычного нет. Но в чем здесь может быть дело? Паша сказал, что этот портал деактивирован. То есть пространственная аномалия закрыта. Вполне возможно, когда эти ребята нас спалили, увидели, что мы за ними следим, и более того идем на контакт специально, да, они портал закрыли. И теперь это обычный столб. То есть в нем, возможно, ничего уже такого здесь и нет. Вот, поэтому что будем делать? Будем проверять это стекло дальше. Вот этот столб, портал ничего не показал. Сейчас я поеду вместе с этим стеклом к стенам, на которых были обнаружены знаки. Так, вот этот дом, на стене которого первым биороботом был нарисован знак. Так, идет дождик. Сейчас я встану под дерево вот здесь. Ага, вот эта стена. Ага. Интересно. А знака-то и нет. Видите? Все, вот здесь был знак, прямо вот здесь вот он был сделан. Вот, я, значит, смотрю. Нету. Так, ну-ка, просветим стену немножко стеклом. Нет. Вот здесь, именно вот здесь был знак. Сейчас его здесь нет. Ну что, значит, сейчас поеду во двор, в котором второй биоробот делал знак. Посмотрим его. Вот этот дом. Идем к нему. Так, вон там, с краю, между двумя окнами последними. Так. Угу. Ну вот, вы сами все видите. Никакого знака нет. Так, осмотрим дом через стекло. Вдруг знак сместился. Так, нет, ничего здесь нет. Так, пол. Ну вот здесь между окнами был знак. Сейчас он отсутствует. Так, я здесь вижу свидетеля. Может быть, мне его допросить. Вот этот свидетель. Ты что, малыш? Чего ты, кушать хочешь? Видел какие-нибудь знаки, нет, на стенах?
Нет? Ну ладно, ладно, понял тебя. Ну что, у нас есть следующая информация для размышления. Значит, портал номер 1, через который приходили биороботы, стал обычным столбом. На просвет через стекло ничего необычного в нем нет. Значит, следующее. Оба знака исчезли. И здесь есть два варианта. Но сначала давайте вспомним, зачем делались эти знаки. Значит, биороботы сделали эти знаки в тех местах, где большое скопление негативной темной энергии. Затем приходят, как я понял, другие биороботы, которые эту негативную энергию утилизируют. Так вот, оба знака исчезли. Здесь есть два варианта. Первый вариант. Биороботы подчищали следы, то есть они деактивировали портал и убрали знаки, чтобы их не было. Просто почистили следы. Второй вариант. Пришли другие биороботы, они почистили темную энергию и сняли эти знаки. То есть выполнили свою задачу. Вот такие вот есть у нас два варианта. Значит, сейчас я хочу съездить к выходному порталу, там, где происходит выход этих существ биороботов, где они возвращаются в свой мир параллельный иной. Вот. И сейчас я съезжу туда и посмотрю, что же там происходит. Так, ну все, погнали. Кстати, вот здесь я вижу на стене тоже знаки. Сейчас я вам их покажу. Вот они, смотрите. Вот здесь какие-то ребята, тоже какие-то, видимо, существа с параллельного мира. У них вон избушка, они там находятся. Вон там, видите, знак. Вот он, знак солнышко. Да, и какая-то надпись. Ничего не понятно, кто это такие. Если кто-то знает, что это за существа, срочно напишите в комментариях, откуда эти ребята. Вот я приехал к подземному переходу, в котором исчезают биороботы. Сейчас посмотрим на него через Пашино стекло. Так, что тут у нас? Ух ты! Свет сделали. Когда мы были здесь в прошлый раз, света здесь не было. Была полутьма. Вопрос, закрыли ли здесь выходной портал? Прям сделали свет во всем тоннеле. И вот здесь, где-то вот здесь происходило исчезание вот этих биороботов. О, интересно. Так, ну что получается у нас? Давайте идем сюда сейчас. Значит, вот они из-за угла выходили, исчезали. Сейчас мы посмотрим на вот это место через стекло. Так. Видно что-то, нет? Что-то я пока ничего не вижу. Или какая-то дымка. Или, может быть, это просто стекло мутное. Так, вот так смотрим со стеклом. Ничего подозрительного. Никто ничего не видит. Так, ладно. Пойдемте сейчас с той стороны, с лестницы посмотрим сюда вниз. Так, смотрим. Так, ну ничего подозрительного и народного я здесь не вижу. Так, может вы что-то увидите? Блин, вот фонарь светит, прям слепит, блики дает. Так, ладно, идем вместе со стеклом внутрь. Ага. Осмотрим стены. Так, ничего подозрительного я здесь не вижу. Ну что, ничего через стекло не видно. Вот, и мне пришла в голову одна мысль. А что если вот это стекло перестало действовать? Возможно, это же стекло, сделанное Пашей, он проводил специальный обряд, чтобы через него можно было видеть скрытое. А что, если у него какой-то ограниченный срок действия, и мы просто-напросто ничего не видим через это стекло? Знаки есть, возможно, здесь что-то есть, может быть, даже у первого портала что-то есть, но мы просто-напросто через вот это вот стекло ничего не можем видеть, потому что оно не работает. Вот, поэтому что нужно сделать?
Так, я, наверное, позвоню Паше и узнаю у него насчет вот этого стекла, скажем так, срок годности, срок действия вот этого артефакта. Да, его можно назвать артефактом. Вот, а потом уже буду думать, что делать дальше. Все, сейчас я Паше позвоню из машины. Да, Андрей, Паша, привет. привет. Такой вопрос. Стекло, которое ты делал для того, чтобы смотреть скрытые знаки на стенах, у него есть какой-то ограниченный срок действия? Оно заряжено и активно примерно 1 год. То есть сейчас оно работает? Да, работает. Все, понял. Все, Паша, спасибо. Давай, пока. Так, Паша говорит, что стекло действует. Значит, мы через него должны видеть знаки на стенах, если они там есть. А знаков там нет, мы их не видим. Значит, знаки убрали. Так, значит, что получается? Нужно съездить ко второму порталу, посмотреть на него через это стекло. Работает тот портал или нет. Возможно, его тоже уже закрыли. Так, все, значит, поеду к этому порталу с этим стеклом, но не только с ним. Кое-что я возьму еще. Нужно кое-что там проверить. Ну что, момент истины. Смотрим на этот столб через стекло. Видите что-то? Нет? Так, так. Но я вот ничего не вижу. Это столб. Ничего нет. Или что-то есть. Что-то туман нет. Ну что ж, через стекло ничего увидеть не удалось. Здесь есть два варианта. Либо все порталы закрыты, они деактивированы, и просто здесь больше ничего нет. А второй вариант, что просто через стекло ничего не видно. Здесь нет никаких знаков, не на что смотреть. Вот, возможно, когда биороботы выходят, и что-то и можно увидеть через стекло, но пока нет возможности это протестировать. Значит, я взял с собой вот этот диктофон. Это диктофон, который пишет паранормальные звуки. Если кто-то не знает, что это за прибор, то посмотрите мое видео, в котором я тестирую вот этот прибор. Значит, я его сейчас поставлю, пару часиков посижу и посмотрим, запишется что-то интересное или нет. Так, еще одну камеру поставлю. На столб направлю. Так, скрою ее маленько. Так. Сидим, ждем. Пусть диктофон пишет. Вешаем. Три, два, один. Все, супер, сработало. Мужики уводят биоробота. Так, надо камеру заворать. Так, машину сели. Машину посадили его. Так, срочно, срочно, бегом за ними. Вон машина белая. Из портала вышел биоробот. Пришли какие-то два мужика.
повесили на шею ему какой-то предмет, прикасались к нему руками, и их разрядом не било. Короче, увели его, посадили в белую машину, сейчас куда-то везут. Сейчас буду следить за ними. Вообще удивительно, прикасались к нему руками, разряда не было. У них какой-то прибор в руках был. Не знаю, что это за люди, но они явно знают, кто такой этот биоробот. Они точно знают, потому что они проводили с ним такие манипуляции, которые не могли провести с обычным человеком. Ну, например, там, если бы это какие-то спецслужбы, там, полиция, ФСБ, да, не могли они такое делать с этим человеком, каким-то прибором водить, что-то на шею ему вешать, проверять его рукой за плечо. То есть явно не знает, что это биоробот, и явно знает, что у него есть самозащита, и он бьет разрядом. Ладно, посмотрим, куда они его привезут. Так, тихо. Так, машину поставил. Сейчас пойду потихоньку из-за забора. Посмотрю, что там на этой даче делается. Так, потихонечку смотрим. Вроде никого не видать. Так, домик стоит, двухэтажный домик. Так, значит, вижу огород, теплицы, дача жилая. Вот, видите, дом стоит, да? И вот на втором этаже решетки находятся. Вопрос, почему на втором этаже находятся решетки? Вот посмотрите, рядом стоит домик соседский. Ни на втором, ни на первом этаже решеток нет. А на вот этом домике, куда зашли эти ребята и привели биоробота, там находятся решетки на втором этаже. Я понимаю, на первом ставят, чтобы залезть нельзя было. Но на втором-то зачем? Я думаю, для того, чтобы либо туда не могли залезть, либо кто-то не мог оттуда выбраться. То есть получается, что эта дача – это своего рода тюрьма. В общем, эта дача получается очень похожа на какую-то штаб-квартиру, на какую-то базу. Так, ладно. Сейчас пойду, наверное, послушаю диктофон, есть ли там какие-то записи или нет. Так, сейчас проверим диктофон. Опасная ситуация. Активировать защитное поле. Экстренная ситуация. Системы контроля не работают. Переход на ручной режим. Отказ доступа. Принудительное управление. Функции заблокированы. Потеря контроля. Так, еще раз. Отказ доступа. Принудительное управление. Функции заблокированы. Потеря контроля. Так. Это оператор, который дает инструкции биороботу в наушники. Наушники не просто так. Значит, туда передаются команды. Да, биоробот — это программа, которая действует по определенным алгоритмам. Но есть еще, получается, звуковое сопровождение, звуковое управление этим биороботом. Да, ничего себе. Вот, и получается, эти ребята нейтрализовали биоробота, и он не мог себя защитить, то есть самозащита снялась, то есть разряд не действовал, поэтому не смогли его увести. Вот. Да, интересно, ну-ка.
случае они меня не обыскивали. У меня в кармане экшн-камера была. Вот. Значит, очнулся я вот здесь вот, на полу. Бросили меня. Фу, сейчас кое-как в себя пришел. Раз по карманам полез. Экшн-камера. Думаю, ладно. Надо записать. Дверь закрыта. Вот я уж смотрел, тут, может, хотел в окно выбраться. Вот, там решетки. Так, ладно. Что делать-то? Что делать-то? Может, здесь какое-нибудь оружие есть или что-нибудь типа такого. Не знаю. Так. Ну ладно. Сижу, жду. Ё-моё. Тихо, кто-то идет. Мужики, а что вы это? Вопросы здесь задаем мы, понял? Коротко и ясно отвечаешь. Понял? Да. Кто такой? Фотограф я. Что у столба делал? Да ничего не делал, друга ждал. На съемку собирались. Зачем за нами следил? А я вижу, вы там наркомана поймали. Ну, интересно стало, куда повезете. Просто хотел посмотреть. Мужики, я с навиками не связан. Я против этого. Вы же видите, у меня машина, аппаратура. Реально фотограф. Просто хотел посмотреть. Не уходи никуда, сейчас вернемся. Так, мы тебя отпускаем, но чтобы мы больше тебя здесь не видели, ты понял? Понял. Вещи верните. Они конфискованы. Давай, топай отсюда быстрее. И не возвращайся! В общем, эти ребята меня задержали. Забрали камеру, диктофон. Видно, что парни тренированные, очень жесткие. До сих пор челюсть болит. И в висок был удар. Но я уверен, они точно знают про биороботов и про порталы. Я вообще удивляюсь, почему они меня отпустили. Так, что же делать-то? Так, нужно все Паше рассказать. Уже не раз к Паше приезжают, дождь идет. Паша идет. Привет. Привет. Что случилось? Так, Паша, произошло следующее. Я поехал смотреть на порталы через стекло, и в одном из порталов вышел биоробот. К нему подошли люди и увезли его. Как увезли? Значит, у них был какой-то прибор, они его просвечивали, повешали ему на шею какой-то предмет, пробовали его, тестировали, задевали руками, и разряда не было. И они его взяли под руки и повели, посадили в машину белого цвета и уехали. Вот, я за ними следил. Но слежка прошла немного неудачно, в общем, они меня задержали. Какое-то время это у них было, затем они меня допрашивали и отпустили. Но они не отдали мне камеру, диктофон. Вот, Паша, не знаю, кто это, спецслужбы это или кто, но прям жесткие ребята. И они точно знают, что есть порталы, и они целенаправленно приехали за этим биороботом. Это плохо. Значит так. Поехали на дачу. Я ее просканирую.
И мы поймем, что делать. Хорошо. Так, Паша, иди сюда. Значит, смотри, вот эта дача, видишь? Сейчас аккуратненько подойдем, потому что заборы из сетки нас могут увидеть. Там аккуратненько подойдем, ты сканируй, короче. Блин, дождь пошел, дождь не помешает тебе? Нет, не помешает. Ага, ну ладно, понял. Ну все, пошли. Не получается. Вообще не получается. Что не получается-то? Так, Паша, иди сюда. Так, что тут? Давай, заходи. Ну что ты? Вообще ничего не вижу. Дом экранирован от магии. Я такой защиты никогда не видел. Серьезные ребята. Слушай, вот они похитили биоробота. А может такое быть, что из портала выйдет толпа и пойдут искать своего? Возможно такое? Вполне возможно. Но тогда пострадает много людей. Давай его освободим. Нам нужен план. План. Так, есть идея. Давай сделаем так. Маша, давай. Кто там? Что надо? Это сосед, мне надо узнать. Тупо отсюда, а? Я тебе сказал русским языком. Иди отсюда. Что тебе надо вообще от меня, а? Все, Валерий. Вода-то есть у вас дома, нет? Мне, Вода. да мне поливать нечего. Идет. Вода. Какая ему вода нужна? Ну что, издевается, что ли? Вот это я. Карнал. Пошел. Так, ладно. Дальше идем. Что такое? Вы мне не ответили на счет, ходы-то есть она у вас? Как я думал, нет. Валер, знаешь, куда?
Возвращается. Сейчас. Так, что тут? Куда? Так, сюда. Так. Где она? Вон она идет. Ё-моё. Ушел. Так, ладно. Так, что тут у нас? Ё-моё, унитаз. Офигеть. Тихо, дверь открыта. Тихо. Что тут? Так, вот этот стул. Вот здесь сидел биоробот. Вот только что сидел здесь. Да, он его сканировал. Так, что там? Так, там второй этаж. По ходу дела. Биоробота увели на второй этаж. Блин, что делать-то? Что там Паша, интересно? Ладно. Дальше пойдем. Ты где? Иди сюда. Что там? Да сосед какой-то странный, долбится и долбится. Достал уже. Что он хочет? Да воды какой-то просит постоянно. Сейчас снова, что ли? Так, веди его сюда. Хорошо. Интересно. На детскую похоже. Блин, что они еще детей крадут? Так, ладно.
Эй! Эй, вы слышите меня? Эй, я хочу помочь. Вы слышите меня? Эй! Слышите меня? Так. Мы хотим вам помочь. Что мы можем сделать? Снова ты? Достал ты меня. Че ты сюда ходишь? Мы же с тобой по-хорошему можем решить. Ты не хочешь, да? Да, я понял. Пашу несут. Так. Что с ним делать? Ликвидируй его. Окей. Паша, пойдем, пойдем. Давай, Паша, вставай, вставай. Пошли, 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 пошли. Давай, давай, давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Сюда. О, фотоаппарат с диктофоном. Быстрее. Кстати, я поговорил с оператором биоробота. Так, рассказывай. Значит, у биоробота наушники. Вот, оператор связывается с биороботом через наушники и дает словесные команды. Я когда туда попал в комнату, он мне дал наушники, и я с ним разговаривал. Значит, он говорит, что эти люди – это охотники за технологиями. То есть они ищут артефакты. Охотники? Да, я что-то слышал про них, но ни разу с ними не сталкивался. Вот, значит, оператор сказал, что если они взломают биоробота, то они смогут пройти через портал и попадут в тот мир. И тогда они могут завладеть технологиями, и оба наши мира пострадают. Вот, они просили, значит, помочь. Нужно с биоробота снять блокиратор. Это вот этот предмет, который на шее висит. Вот, блокиратор нужно снять, тогда биоробот станет опять действовать, и он уйдет через ближайший портал к ним, вернется. Вот. Кстати, они говорят не биоробот, а квази. Квази? Что Да. это? Квази, квази. Я, кстати, вот слышал это слово. Сейчас погуглим. Так. Квази. Квази. Так. Значит, квази – это приставка, обозначающая то же, что и псевдо по-гречески. То есть не настоящая, фальшивая, симулятор, подделку. Ну вот как мы с тобой и предполагали, что биоробот – это имитация человека, то есть симулятор, не настоящий человек, подделка. Когда нам нужно срочно освободить Квази, иначе мы все попадем в рабство. Ну а как мы освободим? Что, на штурм идти? Нет, в доме моя магия не работает. Нам нужно придумать что-то другое. Так,
Ну смотри, мы запалили их дом, правильно? Так. Значит, сейчас охотники на шухере. По-любому они этого квази повезут в другую штаб-квартиру. Вот, а если мы устроим засаду им по дороге и попробуем его освободить? Значит так. Я морочу им сознание. Ты вырубаешь охотников, и я освобождаю Вази. Так, надо подготовиться. Сколько время? Да, почти 3 часа сидим. Машина подъехала, белая. Смотри, выводят. Ты готов? Я готов. Сейчас. Паша, приготовились. Сейчас поедут. Готов? Давай. Слышь, тачку бери. В самом-то деле. Слышь, мужики, вы чё? Ну что, подведем итог. Операция прошла успешно. Значит, Паша замутил сознание охотникам. Я их заливал перцем, слезоточивым газом. Паша снял блокиратор с квази, и он ушел в сторону портала. Охотники пытались за нами гнаться, но мы оторвались. Вот, мы, значит, примерно сколько, Паша? Часа 3, наверное. Часа 3 катались по городу, выехали за город на всякий случай, чтобы сбросить слежку. Так, ну, все нормально. Обошлось, значит, я думаю, часа через 2, когда еще стемнеет, надо будет вернуться, потому что я там ставил камеру на дереве, которая записывала нашу засаду. Вот, мы вернемся, и нужно будет ее забрать. Андрей, это было последнее наше расследование вместе. Паша, ты чё? Паша!